По приглашению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил однодневный рабочий визит в Анкару 27 августа. Последний раз стороны на этом уровне встречались в рамках неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Шуше 5 июля. Теперь, как пишет турецкое издание «Стар» со ссылкой на дипломатические источники, что они в основном обсуждали события, связанные с перспективами подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и возможностями нормализации отношений между Турцией и Арменией. Более того, как утверждает другое турецкое издание «Cumhuriyet», мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан уже в ноябре нынешнего года. Реально ли такое? Байрамов продолжает манипулировать лживыми обвинениями в адрес Армении. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что значительная часть проекта мирного договора между Ереваном и Баку была согласована в ходе переговоров. С таким заявлением он выступил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Байрамов добавил, что азербайджанская сторона представила Армении проект мирного соглашения и 5 основных принципов. Вместе с тем, азербайджанский министр иностранных дел вновь выступил с лживыми обвинениями в адрес Армении, предъявив претензии к положениям Конституции Республики Армения, в которой Баку усматривает территориальные претензии к Азербайджану и Турции. Не преминул Байрамов и поплакаться о том, что Армения приобретает вооружение у разных стран. И это несмотря на то, что сам Азербайджан даже после собственной агрессии против Нагорного Карабаха в 2020 году постоянно пополняет свой военный арсенал новыми современными вооружениями из разных стран. Армянская сторона неоднократно отвечала на требования азербайджанской стороны относительно изменения Конституции и прекращения приобретения оружия, подчеркивая, что вопрос изменения Конституции является внутренним делом страны, а приобретении вооружений – правом любой страны, отмечая, что Армения приобретает оружие исключительно в целях обороны и с целью нападения на кого-то не имеет. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с Байрамовым подтвердил, что в ходе переговоров он обсудил со своим азербайджанским коллегой процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, добавив при этом, что Азербайджан и Турция продолжат предпринимать совместные шаги для установления мира в регионе. По всем признакам, нынешний визит Байрамова в Анкару имеет ряд своих особенностей, прежде всего фонового характера. Он проходит после того, как в Баку побывал президент России Владимир Путин. В диалоге со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым он конкретно обсуждал возможности содействия подписанию мирного договора между Ереваном и Баку, предлагая Москву в качестве посредника. Потом итоги этих переговоров были сообщены Путиным в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но реакция Еревана оказалась неопределенной. Теперь, как полагает турецкая газета «Cumhuriyet», события начинают развиваться по сценарию госсекретаря США Энтони Блинкена, который активно курирует процесс нормализации отношений Баку и Еревана, публично фиксируя любые продвижения мирной повестки между сторонами. Продвижение действительно есть. Ереван признал суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом. Баку решил исключить из текста мирного договора пункт о Зангезурском коридоре, который считался одним из наиболее спорных вопросов. Но он требует, чтобы Ереван убрал из текста Конституции упоминание о Карабахе, что не является препятствием к миру принципиального свойства, так как Пашинян готовит новую Конституцию. Поэтому, по большому счету, других серьезных препятствий на пути к мирному договору между сторонами нет, и они могут выходить на переговорный финиш. Вслед за этим или одновременно Турция может заявить о нормализации отношений с Арменией, что станет демонстрацией Баку, Анкары и Ереваном общего понимания характера происходящих в регионе геополитических процессов. Но для выхода на финиш сторонам понадобится время. На этом фоне президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации в Закавказье, включая вопросы подготовки Азербайджана армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы,
и разблокирование транспортных коммуникаций между двумя государствами. В этой связи с российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений, говорится в сообщении. В нем отмечается, что лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Указывается, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства. А вы тоже заметили, что в последние дни участились звонки, встречи и другие сомнительные события, связанные с нашим регионом. Совпадение? Вряд ли. Теперь давайте анализировать все это. Террористы даже не скрывают, что готовятся к новой агрессии против Армении. Но их ждет большой облом. Повторения 2020 года не будет. Турция больше не придет к ним на помощь, потому что Алиев кинул Эрдогана, через свое Министерство агрессии, фактически уличив Турцию во лжи. В Баку были страшно обижены на султана, который во всеуслышание заявил, что победа Алиева в Арцахе была добыта благодаря непосредственному военному участию Турции. Но это лишь видимая часть айсберга. На самом деле Алиев кинул Эрдогана по-крупному. Во-первых, послал турок подальше с их просьбой открыть генконсульство в оккупированном Шуши. Согласитесь, при желании Алиев вполне мог решить этот вопрос за 3 с лишним года. Впервые турки озвучили это зимой 2021 года. Во-вторых, Эрдоган нынешней зимой призвал Алиева не участвовать в чужих играх, имея в виду Москву. Это подтвердили в том числе Бейдулла Манаф и Ариф Юнус. Дело в том, что, участвуя в авантюрах Путина против Армении, Алиев подставляет Эрдогана под удар США. Американцы давно требуют от турок усмирить экспансионизм Алиева, но тот плотно увяз в путинской трясине. С другой стороны, Турция под давлением США отказалась от требования к Армении создать экстерриториальный Зангезурский коридор, и в этом вопросе Эрдоган и Алиев снова по разные стороны баррикад. Турцию устраивает обычная логистика через Армению при соблюдении ее суверенитета. Турция рассчитывает на транспортировку туркменского газа через Азербайджан и Армению, но игры Москвы и Баку рискуют перечеркнуть эти планы. Так что Хакан Фидан будет вправлять мозги Байрамову, чтобы тот передал Алиеву нужный месседж. Ну, а если Абшерон окончательно примет сторону Москвы, он получит проблемы в первую очередь от Турции. Кто бы мог подумать? Постскриптум. Глава МИД Анкары Хакан Фидан, мня себя будущим главой Турции, заявил, что Турция и Азербайджан придерживаются принципа «одна нация, два государства». Так будет всегда, и в хорошие, и в плохие времена. Что бы хотелось сказать? Не думаю, что у Турции и Азербайджана будут хорошие времена. Ну, это так, апропос, как говорят в Париже. Но главное не в этом. Дело в том, что я боюсь разочарую Фидана. Но в Тегеране тоже считают, что Иран и Азербайджан должны жить по похожему принципу, но чуть-чуть иному. Два нации, одно государство. И надо же такому случиться, что в Тегеране считают, что это одно государство, это Иран. И, кстати, в отличие от грез турок, так уже было. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.